Когда взорвался 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС, станция находилась на территории Украины. Но большая часть радиоактивных осадков легла не туда. Она легла на Гомельскую область, на территорию Беларуси, за 100 с лишним километров от места аварии. До сих пор здесь работает целая лаборатория, которая проверяет грибы и ягоды из леса, прежде чем их можно будет съесть. Это только начало. В этом городе под стадионом рабочие однажды выкопали человеческие кости. Здесь 2 с лишним года хозяйничали оккупанты, а под парком с 19 века лежит фамильный склеп, который так и не смогли до конца разграбить. 7 фактов о Гомеле, городе, который снаружи выглядит спокойным зеленым областным центром, а внутри хранит истории, от которых действительно не по себе. Начнем с того, что определило судьбу целого региона на 100 лет вперед. И произошло это не здесь, а в 300 с лишним километрах отсюда. 26 апреля 1986 года взорвался 4-й энергоблок Чернобыльской атомной станции. Формально это украинская катастрофа. Станция стоит на территории Украины, в паре километров от границы с Беларусью. Но радиоактивное облако не признает государственных границ. В первые дни после взрыва ветер дул в основном на север, и большая часть выброшенных радионуклидов осела именно на белорусской земле, в первую очередь на Гомельской области, которая оказалась ближе всего к границе и приняла на себя основной удар. Загрязнение легло неравномерно. Где-то прошли дожди, и там осадков осело в разы больше. Где-то ветер пронес тучи почти без следа. Но итоговая картина оказалась суровой. Из более чем 46 тысяч квадратных километров загрязненной цезием территории Беларуси заметная часть пришлась именно на Гомельскую область. Лесные угодья пострадали особенно сильно. Зараженным оказалось свыше 1 миллиона гектаров леса. Это больше 70% всех лесов региона. Не осталось ни одного района области, где радионуклиды вообще не были бы обнаружены. Уже через пару лет после катастрофы в области заработала целая сеть лабораторий радиационного контроля, и она действует до сих пор, спустя почти 40 лет. Собрал грибы или ягоды в Гомельском лесу? По правилам, прежде чем есть, стоит отнести их на пост радиационного контроля и проверить уровень загрязнения. Это не пережиток прошлого и не перестраховка ради галочки. Это часть повседневной жизни целого региона, которая для гомельчан стала настолько привычной, что почти не обсуждается вслух. Стоит понимать масштаб. Цезий-137, основной загрязнитель, распадается медленно. Период полураспада составляет около 30 лет. Это значит, что даже сегодня в почве и лесной подстилке остается примерно половина того количества радиоактивных веществ, что выпало сразу после аварии, а полностью безопасным этот показатель станет еще не скоро, ближе к середине текущего века. Специалисты по радиационной гигиене регулярно напоминают жителям простое правило. Перед употреблением в пищу дикорастущих грибов, ягод, лекарственных трав, мяса диких животных и рыбы местного улова стоит провести бесплатный радиационный контроль. И эта рекомендация не выглядит устаревшей даже спустя почти 4 десятилетия после аварии. Сам город Гомель сегодня официально относится к зоне проживания с периодическим радиационным контролем, то есть не к самой опасной категории, но и не к чистой территории. И это уже не единственная тяжелая страница в истории города. Есть здесь и вещи, которые пугают не радиацией, а куда более человеческой историей. Гомель веками был одним из центров еврейской жизни на востоке нынешней Беларуси, и самое старое из городских еврейских кладбищ ведет свою историю с середины 17 века, со времен восстания Богдана Хмельницкого. Тогда, в 1649 году, отряды казаков взяли город и устроили резню среди еврейского и католического населения. Погибло по разным подсчетам от 1,5 до 2000 человек. Именно тогда, судя по всему, и появилось это захоронение. Кладбище просуществовало не 100 лет, но в советское время часть территории застроили. Еще в довоенные годы на месте старых могил начали возводить стадион, а десятилетия спустя, уже во время очередной реконструкции, экскаваторы, поднимая грунт, начали доставать вместе с землей человеческие кости и обломки могильных плит. Только тогда, по сути, широкая публика заново узнала, что именно скрывается под привычным спортивным объектом в центре города.
К началу немецкой оккупации в 1941 году большинству гомельских евреев удалось эвакуироваться, но не всем. По переписи 1939 года в городе жило почти 41 тысяча евреев. Это была почти треть всего населения. Тех, кто не успел или не смог уехать, оккупационные власти загнали в 4 гетто в разных частях города. К началу ноября 1941-го все они были расстреляны. И вот что особенно жутко. По некоторым данным, в годы войны на территории того самого старого еврейского кладбища немцы устроили лагерь для советских военнопленных, где казнили тысячи людей, включая участников городского подполья. То есть земля, которая уже однажды приняла жертв резни 17 века, спустя почти 3 столетия снова стала местом массовых убийств. Сегодня в Гомеле стоит несколько памятников жертвам геноцида евреев, в том числе на территории кладбища и на местах массовых расстрелов на окраинах города. Но сама история с костями под стадионом до сих пор остается одной из тех тем, которые всплывают в местных разговорах нечасто, а зря, потому что без нее сложно по-настоящему понять, что этот город пережил во время войны. Раз уж мы заговорили про оккупацию, стоит остановиться на ней куда подробнее, потому что для Гомеля это были не просто месяцы, а почти 2,5 года. Гомель заняли немецкие войска 19 августа 1941 года. Оккупация растянулась на 2 года и 3 месяца, до 26 ноября 1943 когда город освободили войска Белорусского фронта под командованием генерала армии Константина Рокоссовского в ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции. Штаб фронта в те месяцы располагался в неприметном деревянном доме на тихой окраинной улице. Сегодня она носит имя Рокоссовского. Сам маршал вспоминал потом в мемуарах, что уговаривать бойцов идти в бой не приходилось. Люди рвались освобождать родную землю сами. А еще он с горечью писал, что немцы, отступая, действовали с какой-то звериной злобой. Специально назначенные факельщики систематически поджигали уцелевшие здания, чтобы оставить после себя как можно больше руин. Красавец-город, каким Гомель был до войны, встретил освободителей грудой развалин. За результативные бои по освобождению Гомеля целому ряду частей и соединений присвоили почетное наименование «Гомельских», а Москва отметила победу праздничным салютом из 224 орудий. Сам Рокоссовский после освобождения еще больше 4 месяцев держал в городе штаб фронта с 7 декабря 43 по 10 апреля 44. Уже отсюда он координировал дальнейшее наступление и, помимо прочего, лично участвовал в спасении узников концлагеря смерти в Азаричах, куда немцы согнали тысячи мирных жителей перед своим отступлением. В том лагере фашисты специально держали людей в нечеловеческих условиях, рассчитывая, что наступающие советские части, обнаружив вспышку инфекционных заболеваний среди узников, будут вынуждены замедлить продвижение. Расчет на распространение эпидемии среди наступающих войск. Несмотря на этот циничный план, лагерь освободили, и тысячи жизней удалось спасти. Неудивительно, что многие гомельчане до сих пор относятся к этому полководцу с почти родственной теплотой. В его честь назвали улицу, установили бюст на территории областного музея военной славы, а в 2025 году в центре города открыли еще и полноценный памятник маршалу. На одном из многоэтажных домов города с 2020 года красуется 30-метровый портрет Рокоссовского. Редкий по масштабу жест благодарности в адрес военачальника со стороны обычного города, который он когда-то освобождал. Но пока на поверхности города Рокоссовский принимал капитуляцию врага, все то время, пока длилась оккупация, в самом Гомеле шла еще одна, куда более тихая и куда более рискованная война. Та, о которой немцы узнавали в последнюю очередь, а иногда не узнавали вовсе. Уже в ноябре 1941 года, спустя всего несколько месяцев после захвата города, подпольный горком партии создал в оккупированном Гомеле оперативный центр, который координировал работу сразу нескольких десятков подпольных групп. Люди, которые до войны были обычными рабочими, инженерами, кладовщиками, ночами превращались в диверсантов, прятали инструменты, портили станки, срывали ремонт вражеской техники, а иногда шли на операции, которые сегодня трудно представить без холодного пота.
Одна из самых дерзких историй связана с попыткой уничтожить электростанцию, снабжавшую энергией военные объекты города. Первая группа под руководством Василия Попова попыталась взорвать ее, и почти вся погибла, попав в руки гестапо. Немцы после этого резко усилили охрану, ввели жесткий пропускной режим и держали на объекте целую роту охранной дивизии. Но подпольщики не остановились. Другая группа, возглавляемая Тимофеем Бородиным и Романом Тимофеенко, вместе с диверсантом Иваном Шиловым, устроившимся на электростанции простым мотористом, продолжила готовить новую попытку. Еще раньше, в октябре 41-го, та же тройка провернула операцию, которая звучит почти как сюжет фильма. Хорошо знавший немецкий язык Шилов переоделся в форму немецкого офицера и вместе с Бородиным и Тимофеенко прошел прямо на территорию завода по ремонту немецких танков. Охрану сняли, заложили мину и взорвали цех. Прямо под носом у оккупационной администрации, средь бела дня, выдавая себя за своих. Подпольщики минировали не только заводы, они выводили из строя паровозы на железнодорожном узле, срывали графики ремонта военной техники, разбрасывали металлические ежи на дорогах вокруг города, чтобы затруднить проезд немецких колонн, и вели постоянную разведку для партизан, воевавших в окрестных лесах. Платить за эту тихую войну приходилось человеческими жизнями. Уже в начале сентября 1941 года, когда группа готовила взрыв городского элеватора, немцам удалось схватить одного из участников подготовки, комсомольца Леонида Шулькина, которого расстреляли почти сразу. Похожая судьба ждала и многих других участников подполья на протяжении всей оккупации. Аресты, пытки, расстрелы – обычная цена за каждую сорванную немецкую операцию. К середине ноября 41-го, когда каратели усилили давление на город, подпольный горком партии был вынужден вместе с партизанским отрядом «Большевик» перебраться из самого Гомеля в Чечерские леса, но связь с городскими группами не прервалась, а диверсии продолжались до самого освобождения. Получается, что пока одни жители Гомеля пытались просто пережить оккупацию, другие вели против нее настоящую войну изнутри, без формы, без линии фронта, но с не менее реальным риском для жизни, чем на передовой. И этот риск, к слову, аукнулся не только людям, но и самому городу, в том числе тому самому дворцово-парковому ансамблю, о котором мы говорили ранее и к которому сейчас снова вернемся, только уже с другой стороны. На территории того самого дворцово-паркового ансамбля, рядом с Петропавловским собором, стоит небольшая часовня. Снаружи она напоминает изящный игрушечный замок с фигурной кладкой и мозаичным панно на фасаде. Внутри нее ничего необычного не увидишь, потому что самое интересное скрыто под землей. Это часовня-усыпальница князей Паскевичей, фамильный склеп, который строили почти 2 десятилетия. Идея принадлежала Федору Ивановичу Паскевичу. Он хотел увековечить память своего отца, знаменитого полководца Ивана Федоровича Паскевича. Строительство поручили петербургским архитекторам, и сооружение вышло сложным инженерным решением. Часть здания стоит на поверхности, а часть уходит глубоко под землю, в саму погребальную камеру. Строителям пришлось продумывать вентиляцию и контроль влажности внутри склепа так же тщательно, как если бы это было жилое помещение, а не место упокоения. Сегодня в склепе покоятся останки 8 представителей рода Паскевичей. Но спокойно они лежали не всегда. После революции 1917 года из усыпальницы исчезли многие ценности и предметы религиозного назначения. Судя по всему, склеп банально разграбили в хаосе тех лет. Затем, во время Великой Отечественной войны, зданию нанесли серьезный ущерб уже боевые действия. Реставрация растянулась на десятилетия, сначала в 60-х-70-х, а затем уже в 2000-х, и только в 2016 году усыпальница окончательно открылась для посетителей в восстановленном виде. Получается, что фамильный склеп, построенный, чтобы обеспечить покой умершим на века вперед, за свою историю пережил ограбление, войну и десятилетия медленного восстановления, прежде чем действительно стал местом тишины, каким его задумывали изначально. А сам дворец, рядом с которым стоит эта усыпальница, заслуживает отдельного разговора, потому что его история начиналась куда торжественнее, чем закончилась.
10 июля 1775 года императрица Екатерина Великая подарила гомельское староство графу Петру Румянцеву в награду за военные заслуги и в первую очередь за победу в русско-турецкой войне. Именно на месте старого деревянного замка, построенного еще последним гомельским старостой из рода Чарторийских, и вырос впоследствии главный дворец города. Один из владельцев, Николай Румянцев, собрал во дворце огромную библиотеку, настолько ценную, что после его смерти именно она стала основой для создания Румянцевского музея в Москве, из которого позже выросла нынешняя Российская государственная библиотека. То есть один из крупнейших книжных фондов страны своими корнями уходит именно сюда, в Гомельский дворец. После Румянцевых усадьба перешла к семье Паскевичей, которые окончательно достроили и расширили дворец, придав ему тот облик, который мы видим сегодня. Последней владелицей имения стала княгиня Ирина Паскевич, известная благотворительница, меценатка и переводчица. Именно она сделала первый перевод романа Толстого «Война и мир» на французский язык. Именно ее собрания и коллекции впоследствии легли в основу Гомельского художественно-исторического музея, открытого уже в 1919 году. Спокойно историю дворца не назовешь. Особенно сильно он пострадал во время восстания 1919 года, а затем снова в годы Великой Отечественной войны. Каждый раз здание восстанавливали заново, и сегодня дворцово-парковый ансамбль считается главной достопримечательностью города и входит в туристический маршрут «Золотое кольцо Гомельщины». Но если сложить вместе судьбу дворца, судьбу фамильного склепа рядом с ним и все, что происходило в городе вокруг них за последние 2,5 века, становится ясно, что красивый фасад этого места держит внутри себя куда больше потрясений, чем можно представить, просто прогуливаясь по парку. И раз уж мы начинали разговор с невидимой угрозы, которая пришла из Чернобыля, стоит вернуться к ней в самом конце, но уже с другой стороны. Не с географии катастрофы, а с того, что она оставила в самих людях. Спустя почти 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС в Гомеле работает целый научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека, который занимается ровно одним вопросом – как последствия катастрофы повлияли и продолжают влиять на здоровье жителей области. Ученые центра используют секвенаторы, способные считывать полный геном человека, чтобы находить мутации, потенциально связанные с воздействием радиации. Выводы за эти десятилетия получились не такими однозначными, как можно было бы ожидать. По словам специалистов центра, единственное заболевание, чей рост действительно достоверно связан с Чернобыльской катастрофой, это рак щитовидной железы. А вот малые дозы радиации могут иметь отдаленные последствия далеко не у всех и не всегда. Если не считать рак щитовидной железы и отдельные виды лейкоза, общая заболеваемость пострадавшего населения не так сильно отличается от остального населения страны. При этом отдельные лабораторные исследования показали и кое-что менее очевидное. У жителей Гомельской области статистически значимо повышена частота определенных нестабильных нарушений в хромосомах по сравнению с жителями Минска, что указывает на длительное биологическое воздействие радиационных факторов на уровне наследственного аппарата клеток. Получается сложная картина, без готовых страшных выводов, но и без полного успокоения. Официальная наука говорит, катастрофического роста большинства болезней не случилось, но конкретные, измеримые следы того апрельского взрыва 1986 года наука до сих пор находит в организмах людей, которые живут в Гомельской области. И этот незакрытый вопрос, пожалуй, лучше всего объясняет, почему Гомель – это не просто красивый парк, дворец и музей, а место, где прошлое в самом буквальном, биологическом смысле продолжает жить внутри настоящего. Радиоактивное облако, которое обошло стороной Украину и легло на Беларусь. Кости под стадионом. 2 с лишним года оккупации. Разграбленный, но выстоявший склеп. Дворец, чья библиотека стала национальным достоянием. И наука, которая до сих пор ищет следы катастрофы в людях. Гомель хранит куда больше, чем показывает с первого взгляда.